В эпоху громких и дымных мотоциклов, как и сейчас, производители шли на разные технические ухищрения, чтобы снять с двигателей как можно больше мощности в сравнении с конкурентами. В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим самые мощные двухтактные мотоциклы компании Suzuki, которые удивляют своими характеристиками. Начнем мы с простой одностволки двухтактного флагмана компании в открытом классе по мотокроссу Suzuki RM500, который появился в 1983 году. Мотоцикл имел 492-кубовый двигатель воздушного охлаждения, который выдавал 43 лошадиные силы максимальной мощности, что, конечно же, не было рекордом в классе. Но славился этот мотоцикл своей управляемостью, благодаря подвеске Full Floater. Эта удивительная система была лучшей в классе. Далее у нас идет дорожный мотоцикл компании Suzuki GT550, который был представлен в 1972 году. Он оснащается трехцилиндровым 543-кубовым двухтактным двигателем, который выдает 50 лошадиных сил при 7500 оборотов в минуту и 53 ньютон-метра крутящего момента на 6000. А для того, чтобы средний цилиндр не перегревался, GT550 был оснащен запатентованной Suzuki системой охлаждения Ram Air, которая пропускает воздух через головки цилиндров. От 0 до сотни мотоцикл разгоняется за 6 секунд, а максимальная скорость, на которую был способен байк, это 170 км в час. Сухой вес GT550 215 кг. В 1985 году был презентован спортбайк Suzuki RG400 Gamma, который был средним в семействе. Эта серия мотоциклов прославилась своей нетипичной компоновкой двигателя. Двухтактная четырехцилиндровая силовая установка объемом 397 кубических сантиметров напоминает две рядные двойки, соединенные параллельно. Цилиндры расположены по квадрату по два в ряд, а каждая пара имеет собственный коленчатый вал. Работа цилиндров осуществляется крест-накрест. Карбюраторы каждой пары цилиндров расположены по бокам двигателя. Это 4 28 мм карбюратора Mikuni, а на впуске установлены золотниковые клапаны. Двигатель оснащен жидкостной системой охлаждения, его максимальная мощность составляет 59 лошадиных сил при 9000 оборотов в минуту и 48 ньютон-метров крутящего момента на 8000. Благодаря чему от 0 до сотни спортбайк разгоняется за 5 секунд, максимальная скорость составляет 205 км в час. Следующий мотоцикл просто поражает своими характеристиками. Это Suzuki RGV250 Gamma. Гоночная копия, основанная на 250-кубовых GP-байках Suzuki, участвующих в гонках с 87 по 98 год. Этот малыш оснащается 249-кубовым V-твином жидкостного охлаждения, из которого инженеры Suzuki в последних версиях спортбайка выжили аж 61 лошадиную силу на 11 тысячах оборотов в минуту и 40 ньютон-метров крутящего момента на 8000. А версия SP выдавала вообще под 70 лошадиных сил. При снаряженной массе в 164 кг эта пулька разгонялась до 200 км в час, а 1/4 мили проходила за 12,5 секунд.
четырехцилиндровый флагман компании Suzuki GT750, появившийся в 1972 году. Мотоцикл имел уже жидкостное охлаждение, которым японцы окончательно сняли все вопросы по охлаждению среднего цилиндра. Плюс двигатель стал меньше вибрировать и тише работать. 738-кубовая тройка выдавала 72 лошадиные силы при 6500 оборотов в минуту и 83 ньютон-метра крутящего момента при 5500. Мотоцикл был одним из немногих в то время, кто мог разогнаться до 200 км в час. Ну и самым мощным серийным двухтактным мотоциклом компании является Suzuki RG500 Gamma. Это реплика гоночного мотоцикла Барри Шина, который побеждал в мировых чемпионатах. И именно оттуда пришел этот удивительный квадратный двигатель. Силовая установка выдавала сумасшедших по тем временам 95 лошадиных сил и 72 ньютон-метра крутящего момента. Дорожный вариант RG500 Gamma производился только 3 года, с 85 по 87. Всего было выпущено 9284 подобных байка. И несмотря на то, что к середине 80-х в широкой продаже уже давно были привычные сегодня четырехтактные четырехцилиндровые мотоциклы, настоящими спортсменами считались именно двухтактники, как у чемпионов. Ведь мощность этой реплики всего на 8 лошадиных сил была меньше, чем у гоночного болида Барри Шина.